Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января. Давайте узнаем, что нам подскажут карты на первую неделю Нового года. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку вы сможете получить. И у нас сегодня, кстати, колода 78 дверей. Это метафора, метафорические карты. И глядя вот на эти образы, вы сумеете просчитать. Тут принципиальное значение имеют как раз двери. Открыты они, закрыты. Или каков ключ нам нужно подобрать. А может быть, куда-то сами не пойдем. Давайте узнаем, что для вас на неделе, как видят карты. Здесь как будто все улучшаем, укрепляем, не решаем чужих вопросов, больше занимаетесь домом, семьей, сами собой, может быть, своими дальнейшими планами на будущее. Как будто по девятке жезлов правильно расходовать энергию, собственные силы, но отчасти, может быть, и силы финансовые или средства, точнее, для вас будет важно. Не включиться в какой-то режим многозадачности, вот о чем говорит карта. Итак, первая карта. Что важно знать или что для вас, как видят карты, будет в приоритете? Чего не избежать неожиданности, мои дорогие стрельцы? Чему сейчас не время или что может помешать? А что вам будет помогать? Давайте достанем карту. Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. Может быть, кто-то скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, денежная энергетика на неделю. И что в личной жизни нам подскажут карты? Давайте узнаем. Что важно знать? Выход из лабиринта, туз мечей. Я всегда называю так эту карту, и в этой колоде карт действительно лабиринт нарисован, и как будто врата, нет закрытых дверей. Для вас, может быть, придет информация какая-то, и она прояснит ту или иную ситуацию, обстоятельства, обстановку, которая уже сложилась. Или вы искали, может быть, предыдущий период тоже, какую-то конкретику хотели прояснить для себя по тому или иному вопросу, значит, правда, вы можете делать какие-то выводы, потому что, опять же, получаете информацию. Может быть, это ваш как внутренний инсайт. Вы действительно к чему-то приходите сами посредством услышанного или увиденного, или вы что-то проанализируете и, наконец, с чем-то определитесь. Может быть и так. Но определенно есть какой-то важный вывод на этой неделе. Что-то для вас будет ясно с точкой, как минимум, в какой-то одной сфере жизни или с каким-то одним вопросом. Неожиданности. Какое-то время, может быть, что-то затягивалось, стояло на паузе, и у кого-то проиграется, что правда, вы получите то, что прежде было, как, знаете, бесконечным ожиданием. Здесь приходит информация, и для вас проясняется тот или иной вопрос. У кого-то может проиграться по-другому, что какое-то дело как будто тоже на паузе по семерке пентаклей, может быть и так. Но вы как будто руководите процессом или управляете ситуацией. По этой карте девушка у нас голубя как будто выпускает. И, кстати, вам никто не мешает, нет никаких помех. Это исходит из того, что в образах этой карты двое рабочих как будто на заднем плане заняты своим делом, а девушка вдохновлена радостным событием, известием, и как будто в ответ отправляет голубя тоже какую-то информацию. У кого-то может проиграться как радостная новость или ваше приятное с кем-то общение. Может быть, и вы получаете какое-то известие или предложение, или какая-то прежняя ситуация, которая была такая, знаете, мутно-непонятная. Вот здесь с чем-то вы можете уже наверняка определиться. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Нет, наверное, ничего, чему бы сейчас не было времени. Прекрасная карта. Шестерка пентаклей. Подарки, общение приятное, сюрпризы какие-то. Единственное, что нам говорят в позиции, да, не тратьте деньги, мои дорогие стрельцы. Не делайте, может быть, время такое, мы все делаем друг другу подарки, но как-то просчитать какую-то финансовую составляющую определенно стоит. Не распылять, наверное, денежные средства, даже
от широты душевной, как будто от желания как-то так вот шикануть, может быть, и так, или сделать какой-то очень приятный подарок важному для вас человеку, но этот подарок вас может финансово ввести в какой-то минус. Вот буквально так. А так я не вижу каких-то преград, потому что деньги есть, деньги будут, но все-таки в позиции, чему сейчас не время, то, может быть, вот с подарками будьте аккуратнее. А что будет помогать? Ну вот, пожалуйста, когда вы действительно более внимательны, когда вы больше наблюдаете, когда вы как будто умеете выдерживать паузу, когда не вы, ну так летите, сломя голову навстречу, а когда вы наблюдаете, как откликнется сначала ваш партнер, ваш человек, может быть, даже так, у кого-то в личной жизни может проиграться, или что вам скажет ваш оппонент какой-то, или что скажут на работе. Здесь есть такой момент с учетом именно этой позиции, как аукнется, так и откликнется. По девятке мечей, конечно, идут всегда наши сомнения и страхи. Так вот, если вы сами чувствуете, что вот какая-то неуверенность определенная есть, то не стоит педалировать ситуацию, не стоит пытаться прояснить, не стоит пытаться кого-то задобрить, мои дорогие, в надежде на то, что человек будет проявлять к вам, ну, где-то те же эмоции или будет отвечать вам тем же, как и вы. Вот на это точно рассчитывать не стоит. По этой карте мы не инициируем что-то и не форсируем, это точно. А сначала смотрим, наблюдаем, а потом принимаем решение. Вот это вам будет помогать. Что скрыто, давайте посмотрим. У кого-то могут проиграться отношения на расстоянии. У кого-то буквально, мои дорогие, будьте внимательны. Все-таки интернет – это опасное место, будем говорить. И по части как мужчин, так и девушек существуют из камеры, я надеюсь, все знают об этом, когда бывают такие люди, опять же, и мужчины, и женщины, которые себя выдают за, ну, тех, которые влюблены в вас, правда, есть такое, и об этом много написано, но, тем не менее, люди начинают общение только с одной мыслью, чтобы в последующем извлечь из вас деньги. Вот у кого-то это может проиграться, может быть, одному кому-то, но это важно услышать. Почему я говорю, интернет – опасное место. Будьте внимательны, как и мошенничество может быть. И человек буквально нам показан, вот, работает за компьютером. У кого-то это работа, которая много знакомств каких-то имеет и в последующем пишут какие-то с камеры невероятные истории, что они попали в трудные ситуации, и им для полного счастья необходима только сумма денег. И наивные, как и мужчины, так и женщины, девушки попадаются на эту удочку и, правда, тратят деньги. Поэтому, может, нам и говорят, аккуратно тут будь с подарками. Ну, я так надеюсь, это не для всех проиграется, но озвучить вот с учетом всех этих карт я просто-напросто должна. И семерка пентаклей, правда, у кого-то как первое знакомство на расстоянии, вы еще не знаете человека, и надо его узнать как минимум, такое может быть. Но для кого-то это проиграется, допустим, что скрыто. Вообще, это карта заслуженного успеха. Шикарная совершенно карта, и поэтому, если вы планируете что-то, мои дорогие стрельцы, как работа посредством интернет, например, или удаленная работа. Раньше ходили в офис, теперь вы хотите работать на дому. Вполне вероятно, у вас что-то получится. Вы пока можете сомневаться. Может быть, будет вот это самое предложение. И тогда тоже что-то нужно просчитать, выяснить наверняка. Не каким-то пространным обещаниям верить, а какой-то конкретике. Здесь себя как будто подстраховать надо. Но для кого-то из вас определенно есть плюс. Или вы можете развить свое, допустим, творчество, хобби, свое ремесло где-то посредством интернет. Или, может быть, вы уже медийный человек, то здесь нам тогда карта обещает успех. По этой карте успех по работе, связанной с командировками, например, или вы будете изучать систему, язык, допустим, как и программирование, допустим, да, как изучать сферу IT. У кого-то изучение языков, в принципе, вот по шестерке мечей мы что-то изучаем, как будто, и по следующим мы это перекладываем на нашу практику, нам это приносит как и новые возможности, так и новый доход. Вот здесь проиграется у каждого по-своему. У кого-то это, как я уже сказала,
Будьте аккуратны в плане скамерства, а для кого-то из вас это тот успех, если вы сами прикладываете усилия, если вы сами работаете или начали какое-то дело. Может быть, это новое совершенно дело. Когда вы не видите пока прогресса, то прогресс как будто будет. Дела, работа, бизнес. Здесь могут быть какие-то подарки, приятные предложения. Может быть, правда, у кого-то по работе будет предложение. Вообще рыцарь Пентаклей едет медленно. И знаете, это может для кого-то быть как помощь, допустим, человека. По этой карте вы можете получить деньги, те, которые задерживались. Хоть у нас не эта карта не на финансы, мы посмотрим сейчас. Но тут могут быть какие-то предложения или взаимодействие с людьми, которые надежны. Это те люди, которых вы хорошо знаете, мои дорогие. Они каким-то образом вам могут способствовать. Или будет общение, может быть, с ними. Какой-то вам совет дадут. Или какая-то подсказка. Вообще, тут карта говорит, уделяй внимание тому, что ты можешь проконтролировать, то, что ты можешь просчитать, то, что надежно и надежно на длительный период времени. Вот как будто таким делам нужно отдавать предпочтение. Сама по себе карта достаточно стабильная, но рыцарь Пентаклей едет медленно, и нет здесь ускорения какого-то. Поэтому, в принципе, неделя неспешная и в делах тоже. Что же по финансам? Вот главное не замечтаться, правда, будьте аккуратны со своими финансовыми средствами. И королева кубков для кого-то из вас будет означать, вас, может быть, близкие тоже могут склонять к тому, что давай мы купим что-нибудь эдакое. Королева кубков проходит как раз наши члены семьи, к примеру, супруги, и неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или женщины. Энергетика карты такова, это карта интуиции, она тоже говорит, прислушайся к интуиции. Нужно ли тебе делать эту какую-то трату или платить за что-то. Вот здесь нужно быть аккуратны. Деньги как будто есть, но тратим с умом. Вот как-то так, мои дорогие. Что в личной жизни? Подарки, паж жезлов, приятные новости какие-то. Для тех, кто в паре, кто человек семейный, значит, известие от родственников, от вашего партнера. Ну, вообще все стабильно. И есть все-таки жезлы, это импульс какой-то вот такой огненный. Ваш, мои дорогие стрельцы. Может быть, это вам хочется кого-то порадовать, ну и вас как будто тоже хотят порадовать. Для тех, кто один или одна. Кто знает, может быть, вполне вероятно, вы встретитесь с каким-то человеком, вашим другом, которого вы знали какое-то время, или вы случайно и увидитесь с ним при тех обстоятельствах, которые для вас, вы пошли совсем за другим, может быть, в магазин, и случайная какая-то встреча произошла. Или по пажу жезлов может произойти случайное знакомство, почему нет? Это не касается, конечно, всех, но вероятность я не могу отрицать. И для тех, кто, кстати, в сложных отношениях, мои дорогие, вот посмотрите, партнер, может быть, проявит инициативу первым для того, чтобы с вами помириться. Хотя и вы тоже можете помириться, захотеть, если до этого времени не достигли взаимопонимания, но тогда все равно с подарками будьте так вот прижимистей, аккуратнее. Сначала нам карта говорит, ты пронаблюдай, а потом уже действуй. Давайте достанем карту совет, интересный расклад. Карта совет для стрельцов на неделю с 1 по 7 января. Как нам? Метафорические карты, какой-то тут совет, как видят, как действовать. Итак. У вас сильная позиция, повторяюсь. Король Пентаклей. Вот видите, двери открыты или закрыты, мы сказали. И здесь у нас какая дверь? Сейфа, мои дорогие. Сохраняйте свои сбережения. Как будто король Пентаклей открывает сам свой сейф, пересчитывает свои сокровища. И понятно, что он дальше сделает. Закроет этот сейф. Вот так. Видимо, быть очень аккуратному с финансами. Несмотря на то, что деньги есть, позиция сильная. Но это все мы сохраняем, укрепляем. Есть какая-то конкретика, мои дорогие. Не увлечься эмоциями. Вам эмоции могут здорово помешать на этой неделе. Вас что-то будет вдохновлять, радовать. Какие-то
но, видимо, приятные будут и события. И поэтому нас, знаете, иногда эмоциональный фон может так унести куда-то очень высоко и далеко. А карта нас возвращает в какую-то прагматику, просчет. Быть реалистом, вот буквально так советует карта, несмотря на вашу сильную позицию, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.